Посох бродяги весьма самодостаточное оружие с огромным физическим уроном в форме пантерки, способное ваншотнуть противника, одетого в тряпки, либо быстро убить кожаных противников. Имеет огромную мобильность и вариативность способностей, что позволяет нам подстроиться под большинство противников, которых мы встретим в караптах. Для комфортной игры стоит иметь прокачанное ношение для доступа ко всем способностям. Посох пинга/скилла зависимый и потребует от нас понимания его способностей. В форме пантерки имеет не только огромный урон с мобильностью, но и довольно слабую броню с весьма низким запасом здоровья. Потому-то посох и требователен к пингу и реакции со скиллом. Взамен же он сможет порадовать нас 75-80% побед в караптах, поскольку является прекрасным ДД в одиночную цель. И чем дольше вы на нем будете играть, тем больше процентов побед у вас будет. Наша контра и естественный противник в мире Альбиона — это копья, и их частые представители в караптах на данный момент, смотри дату выхода ролика, Трезубец и Копье Рассвета, из-за обратки на W под названием Круговерть. Если мы в форме пантерки сдадим прокаст в нее или хотя бы часть прокаста, то сразу шотнем себя в форме, либо просадим очень сильно наше здоровье, а потому стоит быть осторожней, ведь грамотный противник только и будет держать данную способность для нашей формы пантерки, не давая нам реализовать нашу форму и ее дамаг. В таком случае стоит попробовать развести данного противника, войдя в форму и сразу выйдя из нее, как только он прожмет Круговерть. Тем самым время восстановления нашей способности будет весьма коротким, и мы сможем применить ее еще раз, до того момента, как у противника откатится Круговерть. Всем позитивного времени суток, дорогие друзья, вы на канале EvilSlav, и для начала давайте разберем билд, возможные свапы с нашими способностями, после чего перейдем непосредственно к боям и их разбору с ошибками, а также наглядными примерами побед и поражений. Хотел бы обратить ваше внимание, что билд не для новичков, требователен к пингу, игровому устройству, если речь про мобильный, имеет относительно других билдов дорогой сет в 200-400 тысяч, смотря как вы его будете закупать сразу с рынка 400к, по заказам и чарить самим 200к, а также требует понимания способностей как своих, так и противника. Играем с наскока, и не всегда будет возможность переменить способности. За счет эффекта неожиданности сможем неплохо реализовывать свой посох, как и показывают примеры некоторых боев и переписка после них. Ну и неадекватных, конечно же, будет игроков хватать. Чтобы YouTube не ругался, я не буду их показывать. Но было приятно узнать, что адекватных игроков стало намного больше в караптах по сравнению с предыдущими временами, с кем можно приятно пообщаться и обсудить не только прошедший бой, но и другие игровые аспекты и моменты. Некоторым зрителям, новичкам, по просьбе, конечно, даже возвращал их предметы, что не трэшнулись. Начнем с оружия. На Q берем излом мироздания, что позволит нам проводить комбинации из двух навыков, наносить хороший урон на большом расстоянии, что помогает при игре с катерами и любителями ресетать бои. Из минусов имеет микрокаст 0,3 секунды и узкую зону урона в первой фазе, что требует учиться попадать по противнику, либо наносить урон, предугадывая движение противника. Берем по умолчанию данную способность. При зачистке караптов от мобов на боссах, либо при встрече с фейсрольными билдами противников, можно попробовать взять импульсный удар. Наносит неплохой урон в зоне конуса перед собой и режет сопротивление цели. Я использую данную способность в основном на боссах, где нужна порезка. Во всех остальных случаях использовал излом. За время дачи двух импульсов мы сможем выдать 3 плюс излома. На W используем в PvP полиморф. Хотя способность и порезали, но из-за эффекта неожиданности часто срабатывает. Позволит нам выключать противника из боя, превратив его на 2,5 секунды в пушного зверька. Да, можно засейвиться противнику клириком перед обращением в зверька, поскольку там есть небольшой тайминг превращения, обраткой шапки охотника, тела и прочего, но в любом случае мы выключим его из боя на определенное время, а еще и разведем на сейв. Не говоря уже о возможности собственного сейва в моменте при необходимости. Для сейвового пережидания отката формы пантерки, к примеру. А также способность имеет огромную дистанцию применения в 20 метров, что также неплохо подойдет для борьбы с катерами и ресеттерами в караптах. Из минусов имеет микрокаст 0,4 секунды, но в бою при малой дистанции не так и влияет на эффективность на самом-то деле. На дистанции можно промазать, как и любым другим рейндж скиллом. При зачистке карапта от мобов, боссов используем искажение. Поможет наносить хороший урон в группу мобов в области. В PvP используем только если планируете кайтить противника сами, либо против нас фейсрольный билд. Из плюсов малое время восстановления в 8 секунд позволяет спамить способностью, заставляя противника двигаться, и помогает нам быстрее набирать заряды трансформации. Из минусов малое расстояние применения
и возможность просохнуть по энергии. Однако, по моему субъективному мнению, где даже милишники нас катят в караптах, полиморф полезнее в реализации пантерки на самом-то деле, хоть и имеет большее время восстановления. Также при игре с мобильными билдами можно использовать единый разум. Способность имеет неплохой радиус применения и притягивает нас к противнику. Даже если он будет блинковаться в этот момент, нас притянет в точку, куда он переместился, если мы применим способность в момент его прыжка. Также даст нам щит на 2 секунды. Поэкспериментируйте и решите сами, нужна она вам или нет в будущем. Из пассивных способностей используем внутреннюю силу, что позволит нам настакивать заряды трансформации в человеческой форме. Каждые 5 секунд в течение 30 секунд. Нанеся урон, активируется пассивка. Даже при нанесении урона по мобу перед началом сражения, что позволит нам вступить в бой уже с полными зарядами, которых копится до 5 максимум. Теперь поговорим отдельно о нашей Е-способности превращения в теневую пантеру, что заменит наши текущие характеристики на характеристики посоха и даст нам высокую атаку и низкую защиту. Возможность становиться невидимым, если противник не рядом с нами в зоне, пропадая из таргета противника, и вешать с автоатак кровотечение и порезку хила, дот урон которого с дебафом стакается до 5 раз. Также способности заменяются на способности пантеры. На Q у нас появятся устрашающие выпады, основная способность, благодаря которой и будем вносить огромный урон по противнику. Мы сможем провести комбинацию из 3 навыков, интервалы применения между которыми 2 секунды. Если не успели применить следующий, комбинация провалилась. Первая и вторая комбинации поглощают по 2 заряда трансформации и позволяют нам продолжить комбинацию, нанеся физический урон по противнику. Третья комбинация не потребует зарядов, но установит время отката формы пантерки в 15 секунд. Помимо урона нанесем противнику дополнительно 25% урона от потерянного им здоровья в виде чистого урона по игрокам. При ударе когтями мы перепрыгиваем через противника. Если в этот момент он телепортируется, то мы, конечно же, будем телепортироваться за ним. На W у нас появится способность отскок, что позволит нам прыгать на определенное расстояние, тем самым сможем перепрыгивать ловушки и препятствия, сокращая, либо наоборот, разрывая дистанцию с противником. Наносим урон в радиусе, благодаря чему сможем наносить урон по противнику, даже когда он находится в движении. На голову используем капюшон охотника с ответным ударом, как сейф, доп урон и контр-атака многих способностей противника. Из пассивных способностей берем гармонию разума для незначительного повышения защиты и урона. Альтернатива, что сделает билд более дороже, но возможно эффективнее в некоторых моментах, дьявольский колпак с чисткой и пассивной способностью агрессия. Шлем доблести с очищающим дымом и пассивкой на устойчивость. Либо, если у вас все хорошо с пингом и реакцией, можем взять колпак чистоты с лучом Авалона для дополнительного урона и прерывания способностей противника. И, конечно же, пассивкой на агрессию, что увеличит также наш урон. Но сразу скажу, шапка весьма ситуативна и мне не всегда помогала, если даже не мешала. Ну, это так. Для желающих поэкспериментировать можете попробовать. На тело берем броню доблести со способностью месть, что повысит нашу сопротивляемость. Также будет возвращать немного магического урона в противника, когда мы будем получать урон. Еще и вешать на противника будет молчанку на 2 секунды плюс. Из пассивных способностей берем устойчивость для повышения защиты. У латных броник 2 типа пассивных способностей, вторые предназначены исключительно для PvE сегмента. Поэтому из вторых пассивок мы берем сокрушение духа для порезки мобов. Для желающих поэкспериментировать и кто не наигрался с колпаками, можем взять куртку устойчивости со способностью динамическая защита, что будет повышать нашу броню и урон в зависимости от использованного оружия противника. Применяем перед формой пантерки, если у противника физическое оружие, и в форме человека, если у противника магическое оружие. Но она намного сложнее в реализации, как по мне, потому не рекомендовал бы ее на постоянку, особенно новичкам. На ноги берем любую латку с омолаживающей пробежкой для скорости бега и восстановления здоровья. Из пассивных способностей устойчивость. Если бегаем без сумки, как я, то ставим после боя на переносимый вес. Только не забывайте после выгрузки из данжа менять пассивку обратно на устойчивость. Мне больше нравятся сапоги хранителя из-за их высокой вариативности. Конечно же, на любых сапогах против одноручной ваншот курсы мы берем кувырок. При игре же с фейсрольным фаером или подобными можем поставить гигант для доп сейва и живучести. Из плащей используем либо плащ нежити с инвизом, как шанс убежать, либо дожать противника. Или же плащ контрабандиста со способностью потайной флакон, что даст нам 90 секунд сейчас и 80 секунд отката банки после патча. Что все еще внушительно. Из зелий используем эликсир здоровья для восстановления здоровья, как ни странно. На данный момент плащ их полностью откатывает.
После патча нам увеличат время восстановления эликсира на 15 секунд дополнительно. Таким образом, интервал между зельями составит 25 секунд. Уже будет не настолько профитно, но все еще вполне играбельно. Либо заменить эликсиры на зелья яда для дополнительного урона. Из еды используем либо жаркое, либо сэндвич 8 тира. Теперь давайте перейдем к примерам боев. Начинаем с боя против пики еще и в латке, еще и на магмовой ловушке. Конечно же, еще и с двумя обратками с круговертью и шапки охотника. Но деваться некуда, идем фейсролить, врываемся в нее сквозь мобов, получая урон от них. Но это мелочи, главное не дать переставить сапоги, чтобы он от нас никуда не ушел. Начинаем активно зарабатывать заряды трансформации нашим изломом. Дуази врубает обратку шапки, мы отвечаем тем же, чтобы в спину нам пику не кинули под магмовую ловушку. Все же ловим его Е под магмовым, но уже котлом, еще и торговец рядом, что может нас притянуть. Кидаем излом сбоку, чтобы не заагрить моба, и надеемся, что магмовая ловушка не по нам пойдет. Иначе нам турбо. Повезло, сработали два дальних котла. Зи сдает круговерть, мы ловим его в полиморфа и разряжаем в него нашу заряженную пантерку. Поскольку у противника латка, а у нас физурон, выковыривать его из консервной банки мы будем достаточно долго. Пьем первую банку пенного для бодрости. Зи сдает броньку в надежде оттолкнуть нас на магму, но мы сейвимся нашей доблестью, каст которой нельзя прервать. Вывожу бой на место без магмы и просто пытаюсь поймать момент для реализации пантерки. Зи подумал, что мы в него влетаем и сдал круговерть. Пережидаем ее, он также глотает пенного, после чего мы ловим его в полиморфа и разряжаем в него нашу пантерку. После выхода из формы догоняемся еще одной банкой до концепции, чтобы пережить КД нашей формы. Ловим Е пики, пока стоим в рутах. Зи сдает в никуда по сути свою круговерть. Мы, к сожалению, миссаем полиморфом, но он притягивается в нас с убийцы, убежать-то не может, мы не дали ему переставиться. Мы применяем форму и загоняем когти в нашу добычу по самой не балуйся. Зи хоть и пытается засейвить себя обраткой шапки, но, во-первых, она не возвращает нас 100% урона, во-вторых, у нас еще солидный запас здоровья и спокойно завершаем нашу комбинацию, благодаря чему и зарабатываем победу. Второй бой с пикой также, но уже в исполнении другого игрока. У меня немножко бомбило из-за того, что я 5 раз подряд попадал на скиперов, а потом еще и пару-тройку раз на кайтеров. Потому я просто зашел в комнату и ударил пару раз кристалл, чтобы показать оппоненту, где мы, и стал ждать его спокойно. Скипнет, значит скипнет, нет, значит будем что-то думать. По словам противника в переписке после боя, это его второй аг, основной же у него миллиардник. Дождавшись противника в комнатке, проверяем его, видим, что это пика и игрок с громким ником Буревестник. Сразу же врываемся сквозь моба в него, чтобы он не начал колотить бурю в стакане. Мы оба на фулл хп, но наш Буревестник ловит ядро с ловушки, мы же начинаем накидывать ему в спину, показывая, что бегство не лучший из вариантов. Отбегаем ему за спину подальше от ловушек и их ядер, даем в него полиморфа, он подрубает обратку с куртки, чтобы вернуть в нас хоть что-то по урону. После разрядки в Буревестника прожимаем месть с нашей броньки, сейвя себя от его Е-способности и урона, что он мог по нам выдать. Пьем первую порцию пенного и продолжаем разминать изломом нашего Буревестника. Видим, что противник дрогнул и побежал от нас, показывая нам свою спину. Конечно же, мы продолжаем идти за ним и накидывать туда урон. Благо, мы достаточно долго пофейсроллились и наши сапоги почти откатились. Он дает нас Е за рутав и убегает. Мы промахиваемся полиморфом и продолжаем преследование. Прожимаем сапоги, достаем до него изломом, оставив противнику всего 1 хп. Буревестник кастует круговерть, не понимаю, как она его засейвит с 1 хп, и просто издевательски даем его полиморфа в спину. Бой с фаером, пожалуй, самый странный. Судя по рамке аватарки, противник не понаслышке знаком с ПВП и хоть как-то и какой-то опыт, но имеет. Хоть он и спрятался за ловушками, но позволяет развести себя, как будто я собирался бежать к нему сквозь моба и сам врывается в меня, получая урон и от моба, и от ловушки, теряя при этом 2 деления здоровья. Делаю ошибку, заходя ему за спину, чем агрю на себя моба, получая лишний урон. Акрам ставит огненную стенку, я кидаю в него полиморф, чтобы он не накидывал в меня кухан из безопасности за стенкой. Он делает ошибку, выбегая за стенку огня. Я также делаю ошибку, решая подловить его на этом и прыгнуть в него. Но он же успевает забежать назад, а я попадаю в стенку. Акрам бежит, мы за ним, заправившись пенным. И вот тут просто совпало, я ждал КД сапог, желая ворваться в него. Противник же в этот момент решил сдать в меня свою Е. Хоть время было с запасом, но я не успел прожать шапку с обраткой, либо тело с местью. Готовился кинуть в него полиморф и также и сыграл, не среагировав, чем и словил много урона с Е-файра. Но в этот момент успел выдать полиморфа. Акрам ставит стенку и становится пушным зверьком. Я же его разминаю с руки, желая внести хоть какой-то урон и выжать максимум из ситуации. Противник выходит с формы и начинает раскастовывать дамаг. Я же даю обратку с шапки, сейвя себя таким образом. Акрам сейвит себя клириком. Я же принимаю форму пантерку, лутаю кучу урона и выхожу из нее, сейвя себя местью с броньки. Повергая Акрама не только в молчанку, но и возвращая ему часть урона. Догоняюсь пенным и принимаю форму. Акрам хочет разрядить меня Е и завершить бой, но я не даю ему такой возможности, добрав его с прыжка и первой кушки пантерки. Из поражений все случалось из-за моей расслабленности. Во-первых, хороший бой со зрителем Соми. Я прочекал его и поленился ворваться в противника с сапог. Отдал ему переставить сапоги на бег и курточку, тем самым уже поставив себя в затруднительное положение. Начинаем размен ударами. Соми сейвится обраткой, отвечаю тем же. Соми понимает, что уже подустал и делает рекламную паузу, распаковав обеднюю собойку. Гляди-ка, и впрямь силушка возвращается. Которую ему заботливо наготовили, восстановив силушку богатырскую. Мы продолжаем бой. Соми прожимает морозный щит,
повысил свое сопротивление и возвращая немножко урона в меня. Я решил хоть и немного засейвить себя бронькой, продамажив его, но стоило приберечь ее на самом деле для ее способности. Побегав немного, продолжили обмен ударами. Я, выпив первую баночку бодрящего, решил немного отойти, прожав сапоги, тем самым дав возможность для реализации ее способности Клеймора. Приняв форму и решившись выдать урон, Соми сейвит себя банкой гиганта. Выдав наш полиморф, отхожу от противника, а он в свою очередь начинает отбегать, разрывая между нами дистанцию. Пускаюсь в погоню, прожимая сапоги, поленился дать полиморф перед тем, как прийти в форму, за что и поплатился, поймал обратку с шапки. Хороший интересный бой, спасибо. GGVP, как говорится, go next. С копьем не буду описывать весь бой, думаю, и так многое понятно из видео, но вот мои ошибки были в конце на самом-то деле, что и привело к печальному финалу. Во-первых, сдал броньку рано, подумав, что у меня сейчас цапли должна прилететь. И под конец боя нанес урон в обратку как раз таки, что и добило. Далее будет просто нарезка PvP боев с победами и поражениями. Пишите свои предложения, дополнения, вопросы в комментариях, а можно там с вами, как всегда, просто пообщаться, либо что-то обсудить. К примеру, мои поражения. Приятной нам игры и только позитива в процессе. Всех братишек и сестренок по-братски обнял и приподнял. До новых встреч и приятного всем просмотра. Кстати, с мобильного также неплохо играется, только вот после пары обновлений и подсевшего зрения не совсем удобно мне с него играть. I killed it, it's murder, go crazy, berserker. I killed it, it's murder, go crazy, berserker. I killed it, it's murder, go crazy, berserker. I killed it, it's murder, Go crazy, berserker.